Здравствуйте, дорогие друзья! Не все в этой жизни происходит так, как мы с вами хотим. Иногда получается несколько иначе, чем вы планируете. Поэтому чуть-чуть я задержался с бритьем. Видите, тут материал отрастил. Была такая мысль шаветочкой-то пройтись. Но, честно сказать, еще видео не поштудировал. Еще посмотрю, как там правильные пацаны бреются. И уже потом, наверное, духа-то наберусь. Ну, для шаветки, кстати, не обязательно так уж много отпускать. Прежде чем мы перейдем к основной программе, хотел бы вам сказать за мыло, которое мне прислала Светлана Деко. Это мыло, натуральное мыло для чувствительной кожи на отваре льна. Ребят, не сомневаюсь в целебности и полезности этого мыла. Мылится, пена, моющие качества, все на высоте, вот прям тут не придерешься. Вот одна беда, запах. Вот звуковой ноты, вот этой вот запаховой ноты мне не хватило. То есть просто обычное хорошее мыло. Моет, все делает. Ну вот запаха, к сожалению, мне не хватило. Если, допустим, заговорить вот еще одну штуку, сейчас, секундочку. Вот такая вот лялечка. Это то, что мне Инна из Тюмени прислала. Ребята, будете у него на сайте, если увидите вот что-то подобное. Я уже и название-то не помню, но если нужно будет, вспомню. Ребята вот говорят, что вот, допустим, происходит что-то такое, говорит, вот этот поступок, вот это действие, вот эти слова, вот эта песня сделали мой день. Вот это мыло мой день делало пятикратно, семикратно, наверное. Потому что как я только его получил, я его в ванной повешал вот так вот, и оно у меня висело. Дело даже не в том, что оно вот такое замудренное, забубенное, что здесь и виходочка вот такая, и знаете, вот и мыло тоже. Дело в запахе. Я 7 дней балдел. Я в ванну заходил, как будто я где-то в Испании там, или в Португалии, или в Италии. То есть такой духан в ванной стоял. Вот прямо просто обалдеть. Вот это вот прям песня. Здесь и корица, здесь и какой-то, может быть, чуть-чуть капелька, самая маленькая имбиря. Хотя тут корица все-таки больше, про имбирь я, наверное, что-то сочинил. Корица. И вот вся вот эта составляющая коричневая, блин, как она душу раздирает, прям вот эта вот песня. Но вы нас можете поздравить, наш канал, у нас прирост. Имя Елена Брежнева наверняка вам ничего не скажет. И то, что она живет в Кургане, тоже навряд ли вас как-то так, знаете, просветит. Но у нас на канале одним артизаном стало больше. Распаковку сниму отдельно. Вот Елена сама вышла на меня и говорит: Вадим, вот по бритвенной теме. Я говорю: а давай. И вот она взяла коробочку и насобирала. Что там по бритвенной теме? И не только по бритвенной. Там, скорее всего, для нас, мужиков, что-то там помыться, там пошкрябаться тоже что-то будет. Вот что, это отдельно снимем. А теперь к нашему основному обзору. Санинова ничего не смог сегодня втюхать в обзор, потому что я хочу вам показать Merkur 3.4 HD сегодня. Зато опасная бритва РФ у нас будет с молочком сегодня, а DR Harris представлена автошейв после бритья молочко. Ну и, конечно, мама, помните, та самая прикольная банка мыла Бакстер. Давно у меня на него чесалось, знаете, так. И тут хлобысь оно приходит, но вот в такой вот интересной упаковке. То есть без крышки, а вот эта штука была, так, знаете, так, ну, чуть-чуть отлеплена. Ну, я вам еще говорил, то ли таможенники забыли крышку закрутить, то ли еще что-то. Я не верю, что Мамен мне отправила бы такое мыло. Скорее всего, тут рука провидения как-то вмешалась, и вот что-то тут свое натворила. И Перекресток Денис. Наш с вами подписчик. Денис, огромное тебе спасибо, добрая ты душа. Денис прислал кучу лезвий, и у меня давно на них тоже уже было желание как-то добраться, уж больно они интересно так упакованы. Это вот пачка Wilkinson Classic и 2 пачки Исаны. Тут почему-то написано и по-чешски, и упомянута Германия. На самом деле, чьи эти лезвия, я вам даже не скажу. Ну, кто в курсе, в комментариях напишите, пожалуйста. Но упакованы более чем достойно, и давным-давно я хотел их попробовать. Сегодня, я не знаю, вообще 3.4 HD для меня мягкий станок. Я не знаю, острое это лезвие или нет. Вообще не знаю, что будет. Вот сейчас с вами вместе будем пробовать. Если будет какой-то незачет, это значит будет хороший повод пробовать эти лезвия на агрессивных станках. Если же будет зачет, ну, сделаем выводы, значит, лезвия острые. Так что давайте потихонечку и смотреть, как же начнем. Да давайте вот то, что в руках держим, вот с того и начнем.
Так, ну-ка, с какой стороны-то у нас тут? Давайте первый. За Merkur 34 HD я вам говорить не буду. Вы сами все наверняка знаете, что станок двухсоставной. Внизу вот эта вот крутилка. Вытаскиваете верхнюю часть. И причем интересно как-то сделано, что вот эта ручка, несмотря на свою крутилку, она как две капли воды похожа на ручку 37S. Именно поэтому я один раз случайно оговорился и назвал 37-й 34-м. На самом деле здесь сходство в ручках только внешних, потому что у 37-го здесь ничего не крутится. Мне такие ручки нравятся, я вам скажу честно. То есть вот в них есть что-то такое мужское, брутальное, основательное. Вы когда в руку ее берете, вы понимаете, что вы взяли какой-то мужской инструмент. То есть в этом все равно что-то вот такое, знаете, вот ореол какой-то есть. Насколько мне известно, эту ручку не вчера и не сегодня придумали. Этой ручки, по-моему, точно так же, как и варианту этого станка, уже ой-ой-ой, сколько лет. Это, наверное, из 20-х, 30-х вот к нам пришло. Так, хватит вам зубы заговаривать. Давайте компресс и будем уже работать. Работаем. Как говорят, камера, работаем. Так, первое, что мы сделаем, это, наверное, сейчас с вами водички сюда. Ой, какое мягкое. Бакстер, я чуть-чуть надавил, смотрите. Оно ж брызнуло. Ну не то чтобы брызнуло, я его просто продавил. Вот оно. Так, а делать ли пенку или его чуть-чуть просто на лицо нанести? Давайте попробуем, может быть у нас пенка получится. Ну как в сухую воду все уходит. Так, ладно, больше не будем. Запах. Вот по глазам не бьет, но что-то, знаете, вот запах ментолового что-то есть. Ух, хорошо. Ребят, я помню последний обзор. Помню, там были такие замечания, мнения, типа: Вадим, ну ты что, со свиным рылом в калаш-наряд, то есть мыло более чем достойное, а ты простым кабанчиком туда как-то залез. Ну да, поженились, все нормально, все хорошо, но тем не менее я сам понимаю, что некий дисбаланс все-таки был. Мыло как бы из этой епархии, помазок как бы рангом и не одним пониже. Но факт остается фактом, они сработали. В этот раз я вам предлагаю не нарушать традицию. Ребят, водички мыльной не получилось. Вот что залил, то и вылил. Наверное, потому что там не елозил ничего. А посему, наверное, принимаю решение, что я просто возьму вот такой вот маленький кусочек и поряхи-то и размажу. Понял, почему ментоловая это ударила. Тема. Ментола на самом деле нет. Спермент. Вот что-то такое от спермента есть. Пены никакой не вижу. Чувствую, что я что-то размазываю по лицу. Чувствую, что это что-то пленочкой ложится. Но вот почему-то пены нет. Даже минимальной, хотя бы чуть-чуть. Ну ладно, нет так и нет. А вообще это крем для бритья? Может быть это какой-то автошейф? Шейф формула, супер клоус, шейф курн. Нет, все нормально, все нормально. Так, и каким же помазком-то туда залезть, чтобы не обидеть товарища? Ну, давайте, наверное, бигблосика возьмем. Этим-то точно не обидим. Воздух с него выгнали. Лишнюю влагу уберем. И давайте посмотрим, что нам покажет. Нету пены, ребят. Не поняла. Так, а не зря ли я всю воду-то убрал? Как-то оно сливочной массой какой-то отдает. Я думаю, ребята, что-то я не знаю про это мыло. Я специально в интернет не лазил, не подготавливался. Ну, предварительной информации и руководств к действию с этим мылом не собирал специально. Мне было интересно, вот так вот новичок взял, что будет. Нет, шейф, формула. Может это автошейф какой-то? Чуть-чуть влаги добавил, на помазке вижу остатки крема. Здесь что-то появилось.
Но ничего такого серьезного, чтобы можно было назвать пеной. Добавлю еще воды. Пока вся информация, которая у меня есть к размышлению, это беру кусок крема, наношу на лицо, пены нет. Беру помазок, стряхиваю, захожу, пены нет. Добавляю влаги, что-то слегка стало появляться. Вот даже чуть-чуть вылезло. Ну, на основе этой информации можно сделать вывод, что этот крем-мыло, он именно крем-мыло, любит влагу. Давайте ему еще добавим. На лице-то у меня не так уж и много влаги было, когда я руками все это размазывал. Ага. Вот, влагу добавили. Смотрите, помазок уже стал подзагружаться. Хотя по-прежнему в банке никакой пены нет. Банка по-прежнему пустая. На края что-то маленечко, видите, выплевывает. Но я не сказал, что это, знаете, как волшебный горшочек. Там кнопочку нажали, оттуда как дало. Нет, такого нет. Ага. Один дезертир убежал. Ну, не буду я до посинения там выеживаться. Давайте уже, наверное, попробуем посмотреть, что это нам даст на лице. Раз любит влагу, намочу еще раз. То, что мы с вами перед этим нанесли, вот здесь вот я его чувствую, но пенится оно тоже не думает даже. Странный эффект. Какого-то обилия пены не вижу до сих пор. Полное ощущение, что я крем по лицу размазываю. Что за порнография? Что-то я не понял про него, что-то я делаю не так. Давайте еще влаги добавим. Вот как с как зарезанной свиньи все вокруг, блин, извиняюсь, хлещет, а вот что-то вот эффекта особого какого-то я не вижу. Блин, ну что ты, Иван Иванович? Не, парни, я думаю, без предварительной информации тут что-то это. Вот не будь у меня канала, я бы, наверное, вот, да, я сейчас так и сделаю, побреюсь как есть, а потом пойду гуглить, что я про него не знаю, потому что вот то, что я вижу, ну, это какая-то фигня на постном масле. Легкие, знаете, такие сигналы анестезии стали появляться. Я чувствую то, что попало на губы, слегка немеет. То есть вот какой-то мягкий такой ментоловый там вариант все-таки есть, но по глазам ноль, вообще не идет, вообще не бьет. То есть вот просто на губах, знаете, как чуть-чуть покалывание, жжение. Воу, воу. Знаете, что это может быть? Это может быть, что здесь помазка вообще не надо. Может такое быть? Что это просто берешь, наносишь и ищешь. Но есть же такие мыло-крем. Вот сейчас давайте попробуем просто без помазка. Уж больно он не хочет переходить в стадию пены. Вот ту порнографию, что мы с вами здесь сейчас видим, развели. Скользить помогает, нормально, хорошо идет. Другое дело то, что эстетически это ну, вообще никак, ни в какие ворота.
А вот в качестве бритья интересно. Это, во-первых. Во-вторых, лезвие сюда хорошо легло. То есть вот этот классик, Razer Klingen Classic, Chrome Veredelt, Chrome Veredelt какой-то. Вот в 3/4 нормально, хорошо, прям интересно. Так, ну и давайте попробуем, может быть так действительно надо. Я деревенщина необразованная, пытаюсь тут по мазкам залезть. Не, ну если именно так это мыло работает, я бы его точно никому не посоветовал, не стал бы брать. Потому что каждый раз, когда вы это будете делать, вам нужно будет полоскать ваши руки, чтобы взять станок, чтобы он у вас не выскальзывал, не выпрыгивал. Интересно, девки пляшут. Такой вариант мне точно не понравился. Ну, не то. Брать на себя вот это вот все вымазывать как-то. Ох, парни, не нравится мне вот этот внешний вид, но тут я уже ничего не могу сделать. А снимать футболку я тоже не стану. Пускай уже так и остается. Не знаю, как поросенок я себя неуютно чувствую. Ну что ж, может быть еще по мазкам получится. Фигня какая. Ну прям вот фигня. Чувствую себя дурачком. Вот я понимаю, что что-то не то, что-то не так. У меня, вот я новичок, у меня никакой информации об этом мыле. Я кнопки на клаве нажимать не умею. По форумам ходить, информацию собирать. Я беру вот это мыло и пытаюсь сделать то, что я делаю. Вот я бы, блин, форточку нахрен этого Бакстера. При всем при том, я знаю, что такое Бакстер. Я знаю, что это на слуху, что многим нравится. И как-то люди, видать, пыжились, чтобы найти подход вот к этому продукту. А я не тужусь, я не пыжусь, я просто хочу взять и побриться. И, ребята, пока ни хрена не получается. Не, ну что-то получается, но то, что получается, мне не нравится. Ну, думаю, глупо смотреть, сколько же осталось пены в этом помазке. Я думаю, что это не тот случай. Издеваться над этим мы не будем. Ну, про лезвие мне все понятно, про станок, ну про станок мне давно уже все понятно. С помазком, с мылом, ну с помазком ясно, с мылом нифига не ясно. Сейчас я быстренько тут все в порядок приведу и автошейв. Да. Знаете, у меня сейчас такое состояние, такое внутреннее вот здесь, как будто вот мальчишка пришел в школу, учился с 1 по 10, а потом, когда уже до 10-то дорос, хлобысь на урок приходит, а ему учительница там дает какую-то задачку, а он тупо щелк вот так вот, и понимает, что он ответить-то не может, несмотря на то, что он уже в 10 классе. И вопрос, и что ты тут учился? Вот у меня сейчас примерно то же самое ощущение. Если бы, допустим, сам по себе, вот так вот новичком взял вот это вот мыло, там кто-то что-то мне наговорил, или я где-то услышал, и решил взять его и попробовать.
я в таком смятении был бы. А что с ним делать-то? Какой-то необычный продукт. Так, ладно. DR Harris Aftershave Milk. Ну, старая добрая контора с 1790 года. Ребята работают. Ну, что за них говорить, вы сами все знаете. Не все продукты мне этой компании нравятся, но есть такие, от которых я просто в восторге. И не сегодня-завтра вместе с обещанным выпуском по поводу станков из нержавейки я еще хочу сделать выпуск парфюма, одеколонов, которые вот у меня есть в ходу. Там и мои, и Саня то, что подогнал посмотреть. И есть один, который Гиффенкер и опасная бритва прислали. Так вот, там есть такое, я вам скажу, от DR Harris, что просто бомба. Но это все в обзоре, все увидите. Дозатора никакого нет, потому что это молочко. Я так думаю, что я сейчас слишком много сюда называл. Но сейчас мы это проверим. Так. Ох, парни, что ж за запах-то такой, а? Ага. Знаете запах розы? Это не банальная, элементарная, простая роза, которую вы пришли покупать букет любимой, и вам букет в нос сунули. Тырц, на, забери. Ох, как она пахнет, блин. Вы знаете, вот насколько индифферентно, нейтрально вот эта розовая водичка, которая есть от DR Harris, я к ней совершенно ровно. Да, запах есть, но он не ярко выраженный, он слабый, он для тех людей, которым эти запахи по барабану и как бы и не нужны-то совсем, потому что или они их не любят, или у него есть свой парфюм, и он хочет пользоваться им. Здесь тоже розовая этикетка. И я когда читал, я там, ну да, shake before use. То есть надо было там потрясти, вот это все сделать. Не трес, грешен, не трес. Но там даже упоминания нет, что это розовое. Только вот что с розой что-то связано. Вот просто розовая сама по себе и все. Ребята, ну отблеск, отклик розы очевидный, красный такой, наваристый такой, знаете, прям роза-роза такая. Не какая-то там роза, а роза. Просто, ух, дородная, какая-то королевская такая, вот таких кровей. И не просто роза, а там, по-моему, еще есть стебельки туда, и вот почвы нет точно, но все растительного происхождения. Запах розы очуменный. Здесь даже есть что-то от розового варенья, но там понимаете, там запах вожделения, там запах вкуса, ты это кушаешь, тебе это приятно, ты раз ложечку, а там лепестки у тебя на зубах хрустят, это просто бомба. Но там чуть-чуть сладости добавлено, понимаете, там уже как бы тема другая, а здесь такого нет. Здесь просто отголосок, что вот да, это там есть в розовом варенье, но это лишнее подтверждение тому, что это отличная, обалденная, шикарная роза. Не могу ноту дополнительную. Вот к ноте розы тут еще что-то подмешано. Оно очень приятное, очень обалденное и вот такое, но не могу разгадать. Блин, слушай, ну не удобрение же, но нет. Да господи, весна, наверное, хахаль какой-нибудь крозя там тын-тын-тын так, бочком, и вот тоже попахивает, сидит, а я голову ломаю, чем там пахнет. Пахнет, о, ребята, если даже хахаль как-то розой пришел, то он такой же дородный, такой же, ну, коронованный, ну там, вот там, да, запах, ребята, 5, однозначно 5. Насколько я не люблю молочко. Ну, не то чтобы не люблю, это громко сказано, недолюбливаю. Потому что каждый раз это жирная кожа, каждый раз это, знаете, вот, липкость какое-то, залипание. Я не люблю, когда ты вот так вот прикасаешься, и у тебя липнет. Сейчас я его добавил много. По поводу того, как быстро уходит с лица, вот именно в эту минуту я вам говорить ничего не буду, потому что я его слишком много добавил сюда. Он даже не растерто толком. Сейчас я вам могу сказать, что оно хорошо успокаивает кожу, оно очень приятно ложится, на руках оно уходит точно так же очень быстро, а вот насколько быстро впиталось, это на рендере я уже когда буду делать, я вам тогда там отдельно-то и напишу. Одно могу сказать, удивили. Я-то думал, я от DR Harris уже все попробовал, а нет, не все, Парни, зачет. Если оно еще и впитается в течение получаса, блин, кто любит приятные такие, вот знаете, вот
блин, ну это не та, вот это не бабская роза. Ну, в смысле, не извиняюсь, не женская роза. Понимаете, здесь нет вот тю-тю-тю-тю-тю, здесь вот что-то такое. Вот если есть у розы мальчики и девочки, то вот это вот роз, это мужик роз. То есть здесь вот такой вот прям хороший запах, прям, ой, душевный. Про этого бедолагу я и сказать-то сегодня ничего не могу. Ну, он что мог, то сделал, там, тужился, пыжился, что-то там елозил, пытался возбудить товарища, но что-то как-то вот не поняли они друг друга, без обоюдного такого какого-то. Ну, это брак не по согласию, да и брак-то как такового не состоялось. Что-то там попытались, тыры-пыры, 8 дыр, и нифига не вышло. То есть вот они явно друг друга не поняли. То есть один говорит: слышь, давай работай, другой: а ты что сюда вообще пришел? Я-то как бы по другой части. Не, давай. А нет, ты что, не все. И все. Они друг друга не поняли. То есть пены ноль, работы ноль. И вот то, что он смог выдавить вот из этого, он пытался как-то нанести. Ну, не более того. Ну, ради полной объективности могу сказать, что вот если бы не он, я бы, может, и не добился бы до конца, потому что то, что я брал руками и размазывал, ну, это вообще, это не кошерное влажное бритье, это была какая-то фигня полностью. Это была попытка выйти из непонятной для меня ситуации. Она для меня до сих пор еще непонятна. Как вот с этим совсем закончу, сделаю выпуск, я даже гуглить не буду. Мне очень интересно, что скажете вы в комментариях. Потому что вот сейчас я вот со своей колокольни, у меня даже внятного объяснения произошедшему-то нет никакого. То есть в моем понимании вот на эту минуту это негодный продукт. То есть вот я побрился, да, нормально, хорошо побрился. Но я не люблю так бриться. Я люблю, чтобы пена была. Ладно, хорошо, пены нет, бог с ним. Ну ты мне дай что-то такое, что руками нужно нанести. Ты мне дай что-то такое, чтобы я раз нормально нанес и продолжал бы свою работу. А тут, если руками наносишь, ты весь вот во всей вот этой вот канители. Вот что-то вот для меня пока непонятно. Странная, непонятная ситуация. Парни, пишите, что вы думаете по поводу этой ситуации. Будем разбираться. 34-й. 34-й станок, ну он и в Африке, Merkur 34 HD. В мировой таблице классификации по агрессивности каким-то неведомым для меня чудом его поставили по агрессивности выше, чем R89. Для меня так никогда не было. Для меня он был всегда мягче, чем 89-я голова. Сегодня он это подтвердил лишний раз. Вот те чудесные лезвия, которые Денис подогнал, спасибо тебе огромное, они лишний раз это подтвердили. То есть он бреет мягко. Это тем людям, у которых щетина, кожа, внутреннее вот это понимание всего процесса позволяет бриться мягкими станками. Лично для меня мягкий станок — это как серпом по одному яйцу, по одному месту, извиняюсь. Я люблю полный, такой, знаете, вот бильярдный шарик, чтобы ни сучка, ни задоринки, что вот я раз вот так любимый, и она от меня не шарахалась, что вот там что-то там где-то что-то осталось, что-то там есть. Понимаю, что путем подбривок, добривок, в 3 нормальных прохода, подбривок я этого достигнуть могу на большинстве этих станков и при помощи тех лезвий, что у меня есть, но не с этими, с мягкими. Они не дают мне того комфорта. То ли у меня щетина другая, то ли у меня кожа другая. Если я начинаю пытаться достичь вот этого состояния, которое мне очень легко дает 41-я голова, Rockwell 6, Icon 101, Progress Long, то есть вот эти станки, 37-й слам, то когда я пытаюсь сделать то же самое на мягких станках, даже если я ставлю агрессивные лезвия, тот же самый физер, мне все равно приходится скоблиться, и чтобы вытянуть вот эту вот щетину, которую я хочу изничтожить на своем лице, мне приходится дополнительно сдирать свой эпидермис. И по итогу получается, я все равно не достигаю того, что дают перечисленные станки выше, а харю-то себе всю и разворотил. Ну и нахрена мне такое бритье, ребят? Если у вас мягкая щетина, если у вас кожа такова, что вам именно мягкий-то станок и нужен, вот это ваш случай. Но у меня шкурка другая, ну и волосы на ней тоже другие. Поэтому вот я вам его показал, и я специально другу его отдал. Съездил к другу, забрал его, чтобы вам показать. Его сейчас снова отдам, а вот друг от него без ума. Он бреется каждый день. Я ему дал на замену ремей, который вот был на этом самом, на обзоре. Я говорю: Саня, на пока тебе этот, а я вот этот возьму. Через неделю: а где там мой станочек? Я что-нибудь так: да он легкий, говорит, я его не понимаю. Ну что-то там, дай мне мой станок. Я говорю: Саня, все нормально, сейчас сделаю обзор, верну. Вот, он этому рад, он счастлив.
Ну, ради справедливости сказать, он другого ничего не пробовал. Не факт, что если бы он попробовал, что бы он тогда запел. Но вот, что есть, то есть. Денис, огромное тебе спасибо за то, что дал возможность познакомиться вот с этими лезвиями и показать их парням. Ну, сейчас вот мы одно уже попробовали. Попробуем со временем и остальное. Но я тебе скажу так, что хоть и непонятно пока для меня, чьи это лезвия, то ли это чехи, то ли это немцы, а может быть это немцы делают для чехов, а может быть чехи для немцев. Но лезвие интересное. Интересное. Конечно, это не персона. Но ты знаешь, вот где-то вот, допустим, зеленая астра может быть. Где-то вот, ну, дерби в моем понимании они переплюнули. Вот то, что я сегодня попробовал. То есть в лезвиях что-то интересное есть. Ребята, это все к тому, что если вы где-то нарветесь на что-то подобное, в чем я очень сильно сомневаюсь, потому что Денис хоть и живет в Казахстане, он сам по Европам мотается. Так вот, кого из вас завезет, занесет, задует в Европу? О, обратите внимание, благодаря Денису я могу сказать, что это те лезвия, которые, ну, в принципе-то дадут вам хорошее, нормальное, адекватное бритье. И это на мягком станке. Я думаю, что если вот попробовать еще на 89-м, а может даже и на 41-м, то картина, возможно, даже еще и в лучшую сторону бы намного поменялась. Все лезвия брать не буду в руки, просто так вот покажу. Парни, если есть у кого-то возможность побаловать себя, балуйте, балуйте. Вот из этого вот, что-то вот, знаете, вот если вот будет желание взять, не пожалеете. Штуки-то хорошие, штуки хорошие, интересные. На этом разрешите с вами попрощаться. Добра вам, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Весна на дворе. Так что просыпайтесь, просыпайтесь и пока-пока. Я пошел делать обзор по нержавым станочкам, ну и плюс по парфюму. До новых встреч. С вами был я, Вадим. Пока-пока.